Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Коротков Владислав Романович. Какое красивое имя. Ты парень симпатичный, а по нашим сведениям еще и без отношений. А какие же у тебя отношения с нормальной физиологией, если мы здесь с тобой сидим? Ваши сведения, между прочим, ошибочные. Да? Ну, Да, парень действительно. с отношениями. Тогда я тебя могу абсолютно точно поздравить. И все-таки, что же мы здесь с тобой забыли? Может, это твой любимый предмет? Это, безусловно, мой любимый предмет, он довольно интересный, просто интересно, как устроен человек. Просто само понимание, как устроен человек, это довольно интересно. Все эти мелкие функции, большие функции, это довольно интересно. Расскажи, пожалуйста, а ты долго готовишься к занятиям? К занятиям мне не нужно, в принципе, готовиться долго, мне спокойно хватает 2 дня. На такие более-менее средние темы. Если темы совсем уж долгие, то тогда там надо подольше. Ну, слушай, я могу сказать, что ты очень умный, потому что нормальная физиология дается абсолютно точно немногим. Я хочу поговорить немножечко о звездах. Твое пение на таланте было просто космическим, оно покорило в том числе и меня. Но по нашим сведениям ты также интересуешься астрономией. Расскажи, пожалуйста, что тебя в этом привлекло, как ты вообще начал этим увлекаться? Ну, астрономия меня привлекла где-то с середины 9 класса. Мы там, конечно же, пробежали все это за год, потому что материала там как такового было не совсем уж и много, но тем не менее он был довольно интересный. Но мне стало еще интереснее изучить самому уже, что там есть дальше нашей Вселенной, какие просто, грубо говоря, рядом. Также в астрономии меня привлекает вопрос того, что мы же не можем быть во всей Вселенной одни. Поэтому интересно стало это изучить. Ну, слушай, чтобы добраться к звездам, нужно на чем-то лететь. А чтобы что-то на чем-то лететь, нужно что-то собрать. Расскажи, пожалуйста, может, ты знаешь какие-то секреты, как собирать? Ты разбираешься вообще в механике, увлекаешься ей? В механике разбираюсь и увлекаюсь, но как собрать космический корабль, я пока не знаю. Пока? То есть у тебя есть планы это Если уж изучить? подвернется, я попробую. Ну, слушай, это действительно интересно. А сам что-нибудь вообще собирал, создавал из механики? Я в основном только ремонтами занимаюсь. Таких бытовых предметов, возможно, не только бытовых. Ну, слушай, твоей маме с тобой явно очень повезло, потому что если сломался чайник, явно есть кому починить. Но ведь космонавты не только на чем-то летают, они сами очень выносливые. Ты занимаешься, может, каким-то видом спорта? Да, я занимался легкой атлетикой 10 лет, но вот в этом году немножко подкосило. Планируешь вернуться вообще в спорт, если такая возможность внезапно предоставится? Вообще планирую. Если все станет хорошо с здоровьем, то обязательно вернусь. Слушай, это безумно приятно слышать. Твой выбор также на легкую атлетику или, может быть... Нет, на легкую атлетику исключительно. 10 лет жизни посвятил, и еще 10 хочу посвятить как минимум. Слушай, это безумно круто. А как твоя семья относится вот к твоим увлечениям звездами? Может, ты им рассказываешь много-много интересной информации? Вообще не рассказываю. Просто мне было бы интересно узнать, как вообще происходит твое изучение данной тематики. Ты, может, смотришь какие-то фильмы, читаешь книги? Не только фильмами все ограничивается. Есть и разные фильмы, есть и художественные, есть и документальные. И они иногда не всегда бывают точными. Но в основном изучение происходит за счет книг, причем книги в интернете. Если еще немножечко поговорить о твоем увлечении, есть ли у тебя круг общения, который это поддерживает? Ведь очень тяжело самому искать информацию. Тяжело. Есть друзья, допустим, друг есть из Москвы, который ко мне приезжал на Новый год, с которым мы очень весело рассуждали на тему того, есть ли жизнь за нашей Вселенной или нет. И консенсуса мы так и не нашли. Думаю, вы еще обязательно придете к какому-то мнению, и думаю, что ученые наши вам в этом, соответственно, помогут. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Спасибо тебе огромное за ответы. Мне тоже было очень приятно пообщаться.